Всем привет! Компания Logic Power в Украине. Компания более 15 лет уже на рынке. Очень качественные товары. Заходите по ссылке, смотрите их ассортимент в каталоге. Все очень классно. Я, в общем-то, удивлен. И цены также радуют. И почему я заинтересовался этой компанией? Потому что это вот на месте, в Одессе находится. В случае чего какую-то дорогую вы вещь покупаете, есть люди, к которым вы можете обратиться, и гарантия официальная дается. В случае чего-нибудь, поломки товара, все-таки дорого. И это не искать где-то там на просторах Алиэкспресс концы, а это все уже вот в Украине. Портативные зарядные станции. В общем-то, тема до сих пор актуальна. Раньше она была чересчур актуальна. Портативных этих зарядных станций просто не было в наличии. Сейчас это все в наличии есть. Все дешевле, чем было на тот момент, когда были блэкауты и все остальное. И сейчас остается все это дело актуальным. Я этой темой тогда интересовался. В конечном итоге для себя я для частного дома купил бензогенератор, который, в общем-то, и спасал нас все это время. Но идеальный вариант это иметь и бензогенератор, иметь и зарядную станцию портативную. Но это для частного дома. Для квартиры однозначно бензогенератор не будешь использовать. А вот портативная зарядная станция это, в общем-то, то, что нужно. Прислали также для видеообзора и для моего ознакомления, потому что буду я ознакомливаться и буду со временем это все вот покупать. Солнечные панели. Две солнечные панели, которые реально также работают. Одна 60-ваттная, вот ее все характеристики. Дальше вскроем, посмотрим. И вторая 100-ваттная солнечная панель, в общем-то, которые также будут заряжать, если вы их докупите. Заряжать вот эти вот портативные станции. И еще самая мощная вон стоит. 700-ваттная. На нее я сделаю отдельное видео. Сделаю вместе с солнечными панелями ее тест, посмотрим, как она будет заряжаться. Солнечные панели, все это на улице. Дождемся нормальной погоды, сейчас просто идет дождь и будет всю неделю. А пока рассмотрим вот эти вот портативные зарядные станции. Вот одной линейки, но они отличаются размерами, отличаются емкостью аккумулятора и отличаются мощностью преобразователя. Вот, в общем-то, здесь все характеристики прописаны на каждой коробке по станции, размеры, емкость аккумулятора, все характеристики. И производитель. Также все прописано, никакой лжи, все правда. Где производится? Производится в Китае под заказ именно Logic Power. Это у нас 300-ваттный вариант, размер больше, вес больше уже. И самая большая станция, вот она, вот такая. Вот. Тяжело ее даже держать. Вот все характеристики по ней. Также на упаковке прописано. Можете ознакомиться. Более емкостный аккумулятор. Соответственно, более тяжелый вариант станции. Ну и это та станция, которой вам надольше хватит для использования тех или иных подключаемых приборов. Приятная упаковка, вообще вот сразу же первое впечатление о товаре, в основном от упаковки. Инструкция на украинской мове, все понятно. В общем-то, все описание, подключение, все разъемы, что, где. То есть вы не запутаетесь, сразу ознакомитесь. Инструкция очень важна, когда вы вот покупаете не дешевый такой товар, но цены на данный момент более-менее стабилизировались и более-менее адекватные. Зарядка для станции от розетки. 15 вольт 2 ампера, 30 ватт. Характеристики по зарядке. И обычный вот джек такой. Питание, как вот камеры видеонаблюдения. 12-вольтовый разъем питания. И сама станция миниатюрная. Сразу вы должны понять, что рассчитывать, что ей вы будете долго запитывать какие-то мощные электроприборы, например, даже вот розетка 220 есть, но рассчитывать на питание там холодильника, котла, фена, ну, не стоит. Как вариант, маломощные какие-то
приборы, питающиеся от розетки 220 вольт. Может, какие-то настольные лампы. Небольшой мощности, 160 ватт максимум. Аккумулятор внутри небольшой емкости. Это накопители. Накопители электроэнергии, которые отдают вам ее в нужный момент впоследствии. С генератором сравнивать их нельзя, потому что это разные устройства. Генератор — это источник электроэнергии. Заправляешь бензин, подключаешь газ, и он заводится и выдает тебе электроэнергию. Тут накопитель. Внутри аккумулятор. Подключаешь, заряжаешь, накапливает электроэнергию и потом отдает ее через разные вот разъемы. Через инвертор преобразовывают 220 вольт, USB 5 вольт, USB Type-C 5 вольт и 12-вольтовые разъемы, которыми можно вот подключать камеры видеонаблюдения, например, систему видеонаблюдения, видеорегистратор. Можете также подключать через вот это 12-вольтовое питание, выходы, кнопка Power и удержание. Включается станция, включение вот этого вот блока с разъемами, то есть 12-вольтового выключения. Также индикация имеется на дисплее. И включение-выключение этого ряда разъемов, розеток. Все характеристики вы можете почитать также и на сайте с товаром, на странице товара, и также на наклейке сзади по выходам. Все по вольтажу, по мощности каждого выхода все прописано. Также читальная лампа имеется со стороны вот с этой, которая имеет, наверное, несколько режимов. Так, хорошо светит, такой рассеянный свет хороший. То есть можно поставить, можно читать, можно где-то в помещении. То есть она не направленный, а рассеянный свет. Да, несколько режимов. Яркий, тусклее и, ну, как без стробоскопов невозможно. И также здесь на дисплее при включении лампы даже показывается потребление. Вот режим яркий был, сейчас режим тусклее 2 ватта. Стробоскоп 1 ватт, быстрый стробоскоп тоже. Потребляемая мощность также показывается, ну и процент видим аккумулятора заряженности в процентах. Все эти зарядные станции имеют литий железофосфатный аккумулятор. В общем-то все написано в инструкции, очень полезная инструкция. Можете даже почитать вот полезность вот этих плюсы литий железофосфатных аккумуляторов. Все здесь прописано, сколько раз заряжать, на сколько процентов потом будет падать емкость. И вот в этой самой маленькой 160-ваттной зарядной станции также прописано, что она имеет аппроксимованную синусоиду. И что это такое, также вы можете вот остановить и прочитать. В остальных зарядных станциях двух там идет чистая синусоида. Второй вариант чуть больше. Также идет инструкция. Инструкция также идет именно по этой станции. На каждую станцию своя идет инструкция. Не все одинаковые. Чтобы вы понимали. Правильная синусоида. Вот все прописано по этому варианту. Коробочка с зарядным устройством идет уже поболее. И здесь у нас присутствует какой-то еще один вариант. Вариант зарядки из прикуривателя автомобильного, из автомобильной розетки. Очень классно. Поставил в багажник. В багажнике есть возможность у тебя подключить эту зарядку. И в багажнике у тебя, пока ты едешь, заряжается эта станция от электросети автомобиля. Супер, это просто классно. Ну и зарядное устройство от розетки 220. Внешнее зарядное устройство, не встроенные. Есть станции со встроенными внутри зарядными устройствами. Только вилку подключаешь, в розетку включаешь и все. Здесь внешнее зарядное устройство. Ну, свои плюсы есть, свои минусы также есть. Что у нас здесь? 20 вольт, 3 ампера, 60 ватт. Имеет характеристики. Вот это вот зарядное устройство для вот этой станции. Корпус также выглядит, но размеры просто поболее.
Если взять эту и эту станцию, сравнить, это больше, это меньше, это тяжелее, это легче. В общем-то, практически все то же самое. Добавилось, что у нас, да, в той станции не было прикуриватель 12 вольт, 10 ампер, как в автомобиле. Можете сюда переходники, USB, что там у вас, быстрые зарядки, или что подключается у вас. Имеет вот такую вот розетку, то есть вилку. Можете подключать сюда и запитывать уже ваше устройство 12-вольтовое. И по характеристикам также на наклейке все, на странице товара 300-ваттная зарядная станция, емкость аккумулятора, тут все указано. И по выходным характеристикам, по напряжению, по току, по мощности также все указано. Предупреждения различные, ну и разъемы, дисплей, розетка 220, кнопка включения удержанием. Тут дисплей имеет большую яркость, на 73% емкость заряжен аккумулятор, 99 часов в работе, скорее всего. В этом варианте, светильник с другой стороны, также хорошим белым светом светит эта лампа, имеет несколько режимов. По мощности 3 ватта также в самом ярком режиме потребляет. И видно, у нас идет время. Корректируется время, оставшееся при работе с такой вот потребляемой мощностью. Также, если вы будете подключать потребители сюда, также время заряда, то есть время работы будет меняться. В зависимости от прибора, который вы подключили. Так, 1 ватт. Ну и также мигающие вот эти вот стробоскопные режимы присутствуют. Этой зарядной станцией можете вы уже, конечно, подключать на какое-то время. Опять же, не продолжительное, но все же. Домашний роутер, кстати, можете подключать роутер также и этой станцией. Проблем не будет. То есть нужен вам интернет, подключить роутер, можете его подключать. Хоть к розетке или же через 5-вольтовые разъемы. Также можете подключать. Это касается всех станций. Если есть у вас возможность подключать, например, 5-вольтовые приборы с питанием 5 вольт, лучше подключать к 5-вольтовым разъемам. Также и 12-вольтовые. Просто переделать кабель, сделать разъемы, чтобы подключать напрямую к станции. Не блоком питания, которым привыкли роутер подключать в розетку 220, а он преобразует уже 5 вольт и подает на роутер. Желательно сделать кабель и подключать вот напрямую. Или же может у вас есть где-то готовый кабель. Если подключать в 220 в розетку, то идет потеря на преобразование. И аккумулятора этой станции хватит на меньшее время, чем если вы подключите напрямую 5-вольтовые приборы к 5-вольтовым разъемам и 12-вольтовые к 12-вольтовым. Хорошая удобная функция, через время автоматически гаснет дисплей. Вот станция включена, сейчас дисплей погас, его подсветка погасла, данные можно под определенным углом увидеть. Ну опять же, одним нажатием активируем дисплей. Если нужно, через время опять он засыпает в режиме экономии аккумулятора. Корпус хороший, мощный пластик, без вопросов. Резиновые ножки имеются, то есть на какой-то ровной поверхности скользить не будет, прилипает отлично. Ну и самый большой и тяжелый вариант 6,5 килограмм, средняя 3,6, маленькая 2,5 килограмма весом, это 6,5 и мощностью 500 ватт. Также инструкция также для этой станции, именно для этой. Тут немного дисплей изменен и показано также на дисплее все, что за что отвечает. Выходная мощность, входная мощность, частота выходная и остаток по времени работы. Вот такой вот дисплей новый. Все, открыли инструкцию и все. В общем-то понятно, не нужно нигде рыть, не нужно ничего искать. По инструкции все прочитали и ознакомились. Также большим размером и мощностью идет зарядка сама от розетки 220, 18 вольт, 5 ампер, 90 ватт по характеристикам.
с таким же зарядным разъемом станцию и в розетку 220. И также идет автомобильный переходник через прикуриватель, как и в прошлой станции также есть. Очень классно. Вот это что станция мобильная, вы можете брать ее с собой куда угодно. На природу, на дачу, там где нет электроэнергии, заведомо вы знаете, что ее нет и не будет. И вам нужно какое-то время иметь такую вот зарядную станцию. Например, не только пользоваться 220 вольт розеткой, а 5-вольтовым, 12-вольтовыми разъемами. Вы ее берете в автомобиль. Вот, наверное, самый оптимальный вариант. Ну, как по мне. Если уже покупать, то покупать вот этот вот вариант. 500 ватт, именно тот вариант, к которому ты можешь подключить все необходимое. Даже может работать какое-то время газовый котел с электроподжигом, то есть питание идет, насос, все это дело. Вот эта станция может на какое-то время его запитать. И будет питать его, хватит ей мощности. Ну и все остальное. Не говоря уже про роутеры, телевизоры, ноутбуки, что там еще маломощное такое, через розетку 220. Ну и гаджеты, макбуки, зарядка телефонов. Также по видеонаблюдению вот такой момент. Как для меня было критично, что и зачем мне хотелось эту станцию, вот такую вот в частный дом. И до сих пор хочется. Генератор днем, да, он спасает до 11 часов вечера. Например, ты можешь им пользоваться. Ночью, когда люди спят, тарабанить генератор не будет. Поэтому ночью на какое-то время можно использовать вот эту вот станцию. Для видеонаблюдения, мне кажется, камеры, видеорегистраторы, хватит ее до утра. То есть днем она заряжается, а ночью выполняет свою функцию. Или же перед сном посмотреть телевизор, опять же генератор выключил, а к этой станции подключил телевизор, подключил роутер, интернет есть, Smart TV работает, все, что тебе в общем-то нужно, котел запитанный. Кнопка включения, выключения по стандарту. А, нет, вот здесь кнопок уже больше стало. Такой вот дисплей, 100% заряжена. Кстати, пришла она заряжена, кажется, на 17%. Поставил я ее на зарядку и буквально за несколько часов, часа за 4, за 5, наверное, она зарядилась до 100% от розетки 220 вольт. Вот именно какие на дисплее добавились данные, которые можно считывать. Дисплей, кстати, можно вручную включать-выключать. Ну и через время подсветка его будет гаснуть. Выключение, подсветки, чисто подсветки. Дисплей данные остаются, просто выключается подсветка. Розетка, также прикуриватель 12 вольт 10 амперная. Все, в общем-то, также здесь. Опять же, та же самая лампа по максимуму 3-ваттная. 1 ватт и мигающие режимы. Читальные лампы, очень классно. Тоже, в общем-то, ничего лишнего. Кулер есть. Включение-выключение, автоматическое охлаждение. Если станция греется, все в автомате, в общем-то, работает. Также по характеристикам, входы, выходы, все здесь прописано. Модель устройства. Корпус из того же пластика сделан, из мощного. Давайте по солнечной панели. Ну, смысла нету ее сейчас распаковывать, потому что на улице дождь идет. 60-ваттную достанем, посмотрим. Смотрите, ну блин, классно. С ручкой 2,4 килограмм вес заявлен этого всего дела. Ну и здесь по характеристикам также. Все, в общем-то, спецификация на упаковке. Очень классно, что много информации, что не надо там где-то рыться, что-то искать. Смотрим, что у нас тут. Первый раз я открываю при вас ее. Смотрите, разъем для зарядки уже есть встроенный в этом блочке. То есть вы можете сюда Type-C телефон подключить на зарядку. Независимо, даже без станции вы можете подзаряжать от солнечной панели. Она не имеет аккумулятора, но у нее здесь все сделано для непосредственной зарядки гаджетов. USB разъем и джек также есть. Это для подключения. Ну да. Для подключения вот этого кабеля, и потом этот разъем подключаем уже в нашу зарядную станцию.
непосредственно будем ее заряжать от солнечной панели. Здесь также инструкция идет, модель ее, описание на английском, но немного всего. Под углом, как ее ставить, ну классно. И солнечные панели сейчас тоже пользуются популярностью. Так, это скорее всего у нас на липучке нога идет. Супер, материалы классные. Ну и так вот она открывается, да. Раз, два. Вот такая она. Ну ничего себе, не маленькая. Защитная пленка. Снимаем. Давайте ее ж попробуем установить. Где тут ноги? Раз нога, два нога, две ноги. Вот так вот устанавливаем и направляем ее на солнце под разными углами. Ну, это уже от вас зависит. Размещать ее можно, в общем-то, как захочешь. И давайте ж посмотрим по индикации. Здесь есть, кажется, даже индикация. Да, смотрите, при искусственном освещении, вот в помещении, уже какое-то напряжение выдает солнечная панель. Уже выдает. Кстати, можем померить. 5,5 вольта при искусственном освещении. И тут работает, но не выдает она 12 вольт. Понятно, нету солнца. Солнца нету, искусственное освещение, но солнечная панель живая. Вот видите, дает такое вот напряжение. Вот 5,7 в зависимости от освещенности, от интенсивности освещенности. Солнечный свет хороший. И в общем-то это сделаю полный тест всех разъемов. Посмотрим с помощью USB тестера, как настроен вот этот вот преобразователь внутри, что может заряжать эта солнечная панель на солнце. Вот этих вот разъемов от USB, от Type-C. В общем-то все покажу вам дальше, только наладится солнечная погода, сразу сделаю. По сути это пауэрбанки. Пауэрбанки с емкостными аккумуляторами, большие пауэрбанки, которые имеют на своем борту преобразователь в 220 вольт различной мощности. Как преобразователь различной мощности стоит в зависимости от станции, так и аккумулятор разной емкости. Возможность зарядки различных гаджетов и на какое-то время работы приборов от розетки 220. Но опять же, все это вы должны рассчитывать и понимать, что чем больше станция, тем в ней более емкостный аккумулятор, тем на большее время ее хватит работы того или иного устройства, подключенного к ней. Это резервное питание необходимых для жизни приборов. Освещение LED-лампы какие-то не сильно мощные. LED-ленты, например, какие-то. Ну и приборы, вот эти вот компьютеры, Wi-Fi роутеры, Smart TV, то, что потребляет небольшое количество энергии. На сегодня все. Заходите, реально классные цены, обратная связь, главное, что есть, люди вас проконсультируют, помогут выбрать. Ну и с гарантией также все на месте обстоит дело. В Украине, город Одесса, также имеются магазины, можете прямо в Одессе зайти и посмотреть, ознакомиться с ассортиментом. По большой станции обязательно сделаю видео, самому интересно, 700 ватт. Это из другой линейки. Ну и солнечная панель 100-ваттка также ждет солнечной погоды, как и вот эта станция. Обязательно сделаю видео. Ставьте лайки, кому нравится, пишите ваши комментарии. Я думаю, что уже пол нашей страны специалисты по вот этим вот станциям. Я многого не знаю, поэтому вот ознакомливался и сделал для вас такой вот краткий обзор. А вы пишите комментарии, оставляйте, общаемся. Facebook, Instagram, все ссылки под видео, полезные для связи со мной. Всем удачи, до следующих видео.